Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья на канале Доктор Онлайн, на котором я делюсь личным опытом, отвечаю на ваши вопросы и даю индивидуальные консультации. Если ваша вторая половинка утром жалуется на то, что вы ночью сильно храпите, переживает по поводу того, что вы периодически не дышите, и с досадой сетует на то, что вы днем ведете себя как сонная муха, значит, пришло время задуматься о таком серьезном недуге, как синдром обструктивного апноэ сна, или, проще говоря, о синдроме сонного апноэ. А в чем же, собственно говоря, кроется угроза данного недуга? Отвечу. Да просто-напросто можно умереть во сне. Итак, что же известно о данном недуге на сегодняшний день? Данным синдромом в 2-3 раза чаще страдают мужчины. Большая роль в его развитии отводится ожирению и в первую очередь абдоминальному, в области живота. С возрастом частота заболевания увеличивается. Нередко с данной проблемой сталкиваются женщины в постменопаузе. Его развитию способствует прием седативных и снотворных препаратов. Определенную роль играет наследственный фактор. Кстати, данная патология довольно-таки часто встречается у лиц, страдающих сахарным диабетом, акромегалией, имеющих различные неврологические проблемы, патологию лор органов, а также у лиц, обремененных вредными привычками. Как же заподозрить у себя наличие синдрома сонного апноэ? Сами пациенты зачастую жалуются на головные боли, возникающие по утрам, сухость в полости рта, ночную потливость, учащенное мочеиспускание, сонливость на протяжении дня. У многих пациентов отмечается повышенная раздражительность, тревожность и склонность к депрессивным состояниям. Довольно-таки часто врачи не обращают внимания на данные симптомы. Как показывает практика, некоторые из них ставят знак равенства между такими проблемами, как синдром сонного апноэ и синдром Пиквика. Эти два состояния во многом близки клинически, однако нуждаются в дифференцированном подходе и различном лечении. Итак, вы заподозрили синдром сонного апноэ у себя или своих близких. Можно ли каким-то образом подтвердить данный диагноз? Для подтверждения данного диагноза нужно провести разностороннее полисомнографическое исследование с использованием специализированных компьютерных комплексов. При этом регистрируются различные показатели спящего человека, подключенного к аппаратам, которые записываются на компьютер. Выделяют 3 степени тяжести синдрома сонного апноэ: легкую, умеренную и тяжелую. При тяжелой степени синдрома сонного апноэ дневная сонливость может наблюдаться даже при разговоре и во время еды. В моей практике был мужчина 52 лет, который страдал ишемической болезнью сердца и ожирением 3 степени. Так вот, он засыпал при сборе анамнеза заболевания. При этом с каждым новым вопросом приходилось дергать его за рукав пиджака, что, несомненно, вызывало беспокойство за состояние его здоровья. Существуют ли методы лечения синдрома сонного апноэ? Да, конечно. Главным методом является СИПАП-терапия. Иными словами, это терапия постоянным положительным давлением. Принцип данного метода состоит в расширении воздухоносных путей под давлением нагнетаемого воздуха, препятствующего их спадению. При этом положительные эффекты СИПАП-терапии отмечаются уже после первой ночи использования. Наблюдается восстановление структуры сна, нормализация гормонального фона, снижение массы тела, уменьшение вязкости крови с исчезновением дневной сонливости. Применение психотерапии усиливает эффект СИПАП-терапии. При отсутствии лечения синдрома сонного апноэ возрастает риск возникновения внезапной смерти во время сна. Этому способствуют такие факторы, как ожирение,
наличие ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистой недостаточности, врожденных пороков сердца, тромбоза и атеросклероза сосудов, а также привычки спать в одной позе, лежа на спине. В том случае, если определенную роль в развитии синдрома сонного апноэ отводится патологии лор-органов, например, наличие слишком больших миндалин или отклонений носовой перегородки, ставка делается на проведение хирургической коррекции выявленных проблем. Итак, сегодня я рассказала вам о синдроме обструктивного сонного апноэ, безобидном, на первый взгляд, заболевании, который при определенных обстоятельствах может стать причиной внезапной смерти во время сна. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить много новых интересных видео. И будьте здоровы!